2019 год стал вторым самым теплым годом за всю историю наблюдений. В атмосфере были зафиксированы новые рекордные уровни парниковых газов. В 2018 году эксперты Всемирного банка заявили, что необратимое изменение климата к 2050 году приведет к перемещению более 140 миллионов человек из Африки к югу от Сахары, Южной Азии и Латинской Америки, что приведет к беспрецедентному человеческому кризису. Гималаи и Гиндукуш – это азиатские горные системы, располагающиеся на территории Афганистана, Бангладеш, Бутана, Китая, Индии, Мьянмы, Непала и Пакистана. Находящиеся на их верхушках ледники часто называют третьим полюсом, так как Гималаи и Гиндукуш имеют самый большой ледяной покров за пределами северного и южного полюсов и являются основным источником воды для 240 миллионов человек, живущих в горном поясе и его предгорьях. Более того, ледники питают 10 крупных речных бассейнов, включая Меконг, Инзы, Инд и Ганг, которые обеспечивают потребности почти 2 миллиардов человек во всей Южной Азии. Согласно прогнозам экспертов из Международного центра развития горных районов, к 2100 году горные массивы от Пакистана до Мьянмы потеряют 2/3 своей ледяной шапки, если вредные выбросы в атмосферу, провоцирующие парниковый эффект, не будут сокращены более чем наполовину. На данный момент мировое сообщество стремится ограничить повышение глобальной средней температуры до 1,5 градусов по Цельсию. Именно для этого страны подписали в 2015 году Парижское соглашение по климату. В октябре 2018 года межправительственная группа экспертов по изменению климата опубликовала специальный доклад о глобальном потеплении на 1,5 градуса по Цельсию. В нем освещается ряд последствий изменения климата, которых можно было бы избежать, ограничив глобальное потепление до 1,5 градусов по Цельсию. Например, к 2100 году глобальное повышение уровня моря будет на 10 сантиметров ниже при глобальном потеплении на 1,5 градуса по Цельсию, чем если бы температура повысилась на 2 градуса по Цельсию. Однако эксперты из Международного центра развития горных районов считают, что даже при коллективных международных усилиях по ограничению глобального потепления до 1,5 градусов к 2100 году ледяные шапки Гималаев и Гиндукуш все равно сократятся на 36%. После этого наступит региональная экологическая катастрофа. 2 миллиарда человек из Южной Азии потеряют свое место проживания. И 2 миллиарда – это исходя из того, что сегодня на Земле проживает 7 миллиардов человек. К 2100 году обе эти цифры, несомненно, вырастут в несколько раз. Индия и Китай стабильно входят в топ мировых загрязнителей атмосферы. Выбросы углекислого газа на душу населения в регионе уже составляют 1/6 среднемирового показателя. Ситуацию усугубляет активное использование угля, который сейчас является наиболее распространенным источником энергии в регионе. Растущие выбросы могут ускорить таяние ледников примерно на 10 лет. Сначала в рассматриваемом регионе в середине 21 века таяние ледников приведет к поднятию уровня воды. За этим последует учащение наводнений, оползней, эрозии почвы и неурожая. Дальнейшая ситуация диаметрально противоположная. Во второй половине столетия, по мере того, как уровень воды начнет снижаться, регион столкнется с резкими засухами, особенно население, живущее ниже по течению рек, питаемых ледниками Гималаев и Гиндукуш. Это приведет к дефициту воды, снижению выработки энергии на местных ГЭС и к перебоям с электричеством, что ухудшит производство продукции. Давайте посмотрим, как уже сегодня таяние ледников влияет на региональную ситуацию. Засуха сильно влияет на урожайность пшеницы в Пакистане, где более 50% сельского населения являются разнорабочими, так как пригодной для обработки земли с каждым годом становится все меньше. Согласно последним исследованиям, деградация пакистанской окружающей среды и потеря средств к существованию в сельской местности приведут к увеличению внутренней миграции на 50% к 2035 и на 70% к 2100 году. Бангладеш, расположенный в самой большой в мире речной дельте, находится чуть выше уровня моря и часто страдает от неурожая и наводнений.
В среднем это приводит к ежегодной миграции более 700 тысяч сельских жителей. К 2050 году повышение уровня моря может поглотить почти 20% суши страны, из-за чего могут появиться более 20 миллионов климатических беженцев. В Китае экстремальные погодные явления, такие как периоды сильной жары и засухи, уже признаны основными факторами роста внутренней миграции. В 2012 году в результате стихийных бедствий около 6 миллионов человек были вынуждены покинуть места своего проживания. Индия на данный момент очень уязвима для климатических изменений, так как большая часть населения страны бедна, и основным средством к существованию для нее является сельское хозяйство. По данным Всемирного банка, к 2020 году атмосферное давление в Индии станет самым высоким в мире. В Афганистане увеличение температуры и проливные дожди уничтожают посевы, что ведет к бедности и повышению конфликтности среди общин, для которых сельское хозяйство является единственным источником продовольствия. По данным программы ООН по окружающей среде, более 80% конфликтов в стране связаны с дележкой земли и воды. Помимо этого, в ближайшие десятилетия в Афганистане ожидается повышение температуры на несколько градусов выше среднемировой, что спровоцирует длительные периоды засухи во многих частях страны. Будущее Бутана и Непала, двух горных стран, не имеющих выхода к морю, напрямую связано со здоровьем гималайских ледников. Они зависят от них в контексте своей продовольственной и энергетической безопасности. Признаки климатических бедствий в обеих странах видны уже сейчас. Беспорядочные муссоны, аномальная жара, лесные пожары и засухи. По мере таяния ледников увеличение речных потоков будет означать катастрофу для населенных пунктов, охваченных бедностью. Хотя, судя по прогнозам, выбросы парниковых газов в 2020 году сократятся примерно на 6% из-за запретов на поездки и замедления экономического роста в результате пандемии COVID-19, такое улучшение носит лишь временный характер. Изменение климата не приостановилось. Ожидается, что как только мировая экономика начнет восстанавливаться после пандемии, объем выбросов вернется к более высокому уровню. Большое спасибо за просмотр. Пожалуйста, оцените это видео и поделитесь им с друзьями. Подписывайтесь, оставляйте комментарии и читайте нас в Telegram. Ссылка будет в описании. До новых встреч!